В этом уроке будем подключать к проекту ESLint. ESLint – это технология для статического анализа кода, которая позволяет нам создать какие-то соглашения между членами нашей команды или даже с самим собой о том, как должен выглядеть наш код. И если претер делает что-то относительно незначительное, да, там размеры табов, какие должны быть кавычки, то ESLint может нам помочь определить, например, что в конструкциях типа if мы не можем писать вот так, а должны писать вот так. Да, ну вот мне лично так больше нравится, да, и я хочу, чтобы это работало так. И есть очень много других вещей, которые позволяют форматировать ESLint. Давайте начнем его подключать и постепенно разбираться. Ну, для начала я предлагаю вычистить то, что связано с ESLint, то, что связано с ESLint по умолчанию в WebApp. Угу. Так, его убрали. TypeScript ESLint, TypeScript ESLint парсер. Давайте это пока уберем и добавим свое, то, что надо, в наш корень. Так, поехали. Копируем установочные команды и идем в корень. Нам потребуются пакеты. Сам ESLint. Потом мы возьмем пакет ESLint config prettier, чтобы prettier не конфликтовал с ESLint, потому что они оба будут помогать нам автоматически форматировать наш код. Потом ESLint config для React приложения и ESLint config стандарт with TypeScript. То есть это просто куча преднастроенных правил, согласно стандарт. Это очень условно, что это стандарт, просто набор таких правил существует, и он существует отдельно от TypeScript, а бывает и вместе с TypeScript. Хорошо, просто поставим все эти зависимости. И пока они устанавливаются, создадим файл ESLint rc.yml, в котором и определим наш ESLint config. Так, этот файл, как создается, можно, конечно, посмотреть в документации ESLint, и это нужно сделать, но на практике вы просто создаете какой-то, потом работаете и видите, что, например, существует какое-то назойливое правило, которое существует по умолчанию, и вы хотите его отключить, а бывает наоборот, что вам какого-то правила не хватает, и вы хотите его добавить. Так потихонечку у вас файл разрастается, и добавляются всевозможные правила. Вот мой ESLint конфиг. Давайте его чуть разберем. То есть говорим, что он наследует вот эти два конфига, стандарт with TypeScript и prettier. Он должен игнорировать все в нод-модуле с в папке dist, а дальше просто куча правил. И вот те, которые с пометкой off, это значит, что я хочу их отключить. Значит, меня эти правила раздражали, и мне и без них живется хорошо. А некоторые правила я, наоборот, хочу ввести. Например, здесь я ввожу правила о том, как должны импортироваться файлы, в каком порядке. Да, у нас сейчас здесь не так много импортов, вот здесь два. Чтобы, например, придет какой-нибудь другой разработчик, он добавил какое-то расширение, и у нас всегда они выстраивались одинаковыми, и у нас не было разницы в коммитах. В общем, есть, также, например, я здесь запрещаю использовать консоль преимущественно, то есть консоль лог, если вы, например, написали в коде, будем считать, что это вам нужно было только во время разработки, вы там что-то выводили у себя, а на деле такой код не должен попадать, и я разрешаю по умолчанию использовать только консоль info. То есть если вы написали консоль info, значит, это нужен лог образно для продакшена. Да? А консоль лог со всякими 1, 2, 3 и прочими дебажными штучками пускай в наш репозиторий не попадают. Хорошо, вот мы определили этот ESLint rc конфиг, но мы его определили на верхнем уровне. Давайте теперь также сделаем, чтобы он работал и в бэкэнде, и в веб-апе. Добавим backend конфиг, который тоже называется ESLint rc yml. И какая штука, эти ESLint конфиги, они друг друга наследуют. То есть этот конфиг, в принципе, по умолчанию наследует этот. Но поскольку у нас бэкэнд — это TypeScript приложение, ему для нормальной работы нужно также указать путь к tsconfig файлу, который нужно учитывать
при применении всех этих правил. На бэкэнде все достаточно примитивно. Это все, что нам нужно. А на фронтенде чуть-чуть более заморочно. На фронтенде, во-первых, уже есть какой-то ESLint RC. Вот, мы его тоже пока уберем и добавим наш. Точка. YML. И в него нужно передать вот такой конфиг. То есть мы говорим то, что он наследует React App, а также наш конфиг из корня. Также передаем путь tsconfig файлу и говорим, что у нас существует еще некий tsconfig, который уже имеет отношение к вот именно этому файлу. То есть мы здесь overrides для конкретных файлов написали. То есть для всего, что у нас, грубо говоря, в папке src у нас будет использоваться этот tsconfig, а для того, что в папке, в файле byteconfig ts будет использоваться этот. И есть нюанс в VS Code. Чтобы у нас в монорепе нормально заработал tsconfig, нам нужно создать здесь папку, которая будет называться VS Code, а в ней settings.json, и в нее передать такую конструкцию. Просто обозначили рабочие папки. Все, это добавили. И сейчас у нас, по идее, все должно заработать. Давайте. Да, и вам также понадобится расширение ESLint для VS Code. Вот оно, ссылочка будет приложена к уроку. Так, посмотрим, что мы наменяли. Да, добавили всяких ESLint RC. Так, а что у нас в веб-апе ESLint RC есть? Да, и в веб-апе ESLint RC. И, по-моему, не актуальна картина. Да. Угу. Хорошо, и теперь идем смотреть, заработало ли это у нас. Давайте вот мою историю с if посмотрим. If true, уже на все ругается. Смотрите, он, во-первых, мне начал ругаться, да, то, что неожиданное использование константы with. Логично. Он на меня ругается за консоль log, потому что я просил консоль log не разрешать. Потом, если мы вызовем команду, да, вот это вот я опять же вызвал command palette, и здесь можно вызвать команду ESLint fix all autofixable problems. Вот, можно тоже назначить горячую клавишу или запомнить ее. Я ее вызываю, видите, он уже у меня автоматически поставляет сюда скобочки. Ага, хорошо. То есть в бэкэнде он на уровне редактора кода работает. Пойдемте посмотрим, работает ли он у нас в веб-апе. Так. Вот, но null assertion на нас ругаются уже. Ага. Смотрите, здесь в чем проблема нормальная, потому что чисто технически, когда мы ищем элемент с айвишником root, его может и не быть. Но мы, согласно договоренности, знаем, что он есть, и поэтому мы можем поставить восклицательный знак. Восклицательный знак – это значит то, что хорошо, на самом деле его там может не быть, но я тебе честное слово говорю, что он там не null и не undefined. Вот. И так вообще обычно делать нехорошо, но раз сам Вайт сказал, что так его устраивает, мы, в принципе, можем заигнорировать это правило именно на этом участке. Для этого можно вызвать контекстное меню и сказать, что disable – это правило просто для этой линии. Хорошо, задизейблили и задизейблили. Но на самом деле обычно в коде, когда вы встречаетесь с такой штукой, что вам надо по-любому вызвать ошибку, вы можете сделать так. Const, root EL, и вот вы его назначили, и дальше делаете какую конструкцию. Если у вас нет root EL, нужно прям выбросить злую ошибку. Вот. А здесь передать root EL. Но White же не дураки, и, возможно, есть какие-то странные исключения, когда это должно работать не так, поэтому я предлагаю с ними не бодаться, но самим таких конструкций не писать. Все, то есть, видите, мы узнаем то, что теперь root yield – это обязательно HTML-элемент. А до проверки мы знали, что он может быть и нулом. Все, это, в принципе, история о TypeScript и как работать с такими вещами. Но вернем, как было.
Потому что мы не знаем, почему они так сделали, но раз они так сделали, может быть, оно так надо. Вот и вся логика. Хорошо. Так, ладно. Ну, мы все видим то, что уже начал на нас везде ругаться ESLint, он все проверяет. Вот. Давайте теперь добавим скрипты, которые будут проверять это из нашей консоли. Да? Так, ну давайте сначала добавим backend. В backend package.json нам нужен скрипт lint, который мы назовем. И будет вот такая команда. Давайте ее чуть разберем. Вызывается ESLint. Мы просим его кэшировать результаты труда, чтобы он быстрее работал при повторных вызовах. Также мы указываем то, что его локация с кэшом, опять же, будет в нашей уже папке .modules cache. И просим его проверять именно в файлике TypeScript в вот этой папке, в текущей, то есть в папке backend. Точка — это значит текущая папка. Так, вызвали. Так, зайдем. Вызовем теперь этот скрипт, а мы помним, что у нас есть теперь pnpmb, и оно переведет команду в package.json backend. pnpmb-lin. Так, он что-то ругается. Хорошо, просто переход. Смотрите, причем он говорит, что эти все ошибки могут быть исправлены автоматически с вызовом флага fix. Давайте сначала на них посмотрим, на эти ошибки. Да, вот он ругается на порядок импортов. Хорошо? Давайте вызовем ту же команду и допишем fix. Когда мы дописываем что-то после этой команды, она также будет просто присоединена к вот этой большой команде. Все, вызываем ее. Смотрим, что получилось. Оп, он все исправил, и ошибок больше не находит. Пойдемте теперь то же самое сделаем для веб-аппа. Угу. Идем в web-app, package.json. Тут уже есть их какой-то линт, но мы добавим какой-то свой. Хорошо. Ну, здесь, в сущности, такая же конструкция. Единственное отличие, что мы просим также проверять и TSX файлы. TSX файлы — это те, в которых фигурирует JSX. Угу. Так, сохранили. Теперь вызовем эту же команду в web-app. Да? Ой, pnpm. Угу. Так, ну и тут на что-то ругается. Посмотрим. Так, здесь ему тоже порядок импортов не понравился. И здесь порядок импортов не понравился. Он говорит, что мы можем это исправить вместе с командой fix. Хорошо. Так, все, он все исправил. Ну, и давайте также добавим нашу общую команду, чтобы мы могли вызывать проверку ESLint сразу везде. Так, вот такая команда. Так, types и потом lint. Ну, а тоже вот мне удобно с concurrent их вызывать. Вы можете, как вам нравится, объединить команду. Давайте проверим теперь. Проверка lint приводится везде сразу. Угу, пошла проверка. Отлично. Все, теперь у нас и стиль кода всегда хороший. Сейчас я убежусь, что в рамках этого урока ничего вам сказать не забыл. Ничего сказать не забыл. Все, спасибо. Скоро будем делать так, чтобы проверка типов и ESLint вызывалась автоматически при коммите и обезопасим нашу репу от всякого некрасивого, некачественного и нерабочего кода. Спасибо. Поехали дальше.